Могу поспорить, что вряд ли у вас есть новогоднее настроение. Это странный Новый год. Вся страна, мне кажется, понимает, что какой уж тут праздник. В этом году мы с вами потеряли свою страну. Я потерял ее буквально. Я теперь не могу приехать домой и не знаю, когда смогу. Но страну ведь потеряли и те, кто остался. Наша Россия появилась где-то в процессе Горбачевской перестройки. Она вырастала из тяжелых 70 лет тоталитаризма, под конец уже не такого зубастого и зачахшего. Наши родители захотели свободы и демократии, а наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки хотели мира. Наша Россия прошла тяжелые 90-е, вошла в тучные 2000-е. Наша Россия начала ездить на кредитных форд-фокусах за дешевой кроватью в Икее, постепенно стала выходить из нищеты, обзавелась уникальной в мире IT-отраслью. Впервые за столетия мы стали жить по-человечески, в своей стране. Мы дружили со всем миром, нам дали право провести Олимпиаду и чемпионат мира по футболу. Помните этот момент про «Let me speak from my heart»? А когда объявили, что чемпионат будет в России, мне этот момент почему-то очень хорошо запомнился, как там чиновники эти наши радовались, будто они группа поддержки на Евровидении. Это была наша Россия. Это 2009 год. Даже не пахнет еще возвращением Путина. Он только еще сказал мюнхенскую речь и выглядел каким-то фриком просто. А помните, тогда еще был Ё-мобиль, в который никак не влезал его создатель Михаил Прохоров? Приедет на заседание Совета Безопасности на Ё-мобиле. Такие были тогда новости. А президентом тогда был Медведев, который еще был в своем уме, пересаживал чиновников на iPad. В нашей России было много хорошего, и даже те люди, которые сейчас делают самые ужасные вещи из всех возможных, исполняли в ней совсем другие роли. Конечно, у нас тогда было много проблем. Коррупция, нечестные суды, милиция, которую боишься, а не которая защищает, плохое здравоохранение, повальная нищета за пределами крупных городов, отсутствие даже намека на честные выборы. Все это было. Но все-таки это были проблемы, которые мы тогда собирались решать. Не Путин не собирался. Но общество российское занято было совсем не геями или поиском внутренних врагов. Мы смотрели вперед. Мы хотели развиваться, улучшаться, быть открытыми миру. Граждане той России могли ездить в Украину по внутреннему паспорту, работать в Москве, а жить в Киеве, и наоборот. Той России больше нет. С 2012 года она пропадала постепенно, с каждым годом исчезая и исчезая. Но в феврале 22-го ее не стало совсем. Путин начал безумную войну с Украиной, и страна провалилась в бесконечную пропасть. Наверх вынесло самых ужасных из людей и самое ужасное в людях. Когда армия занимается злодействами, общество не может быть здоровым. Армия совершила ужасные преступления. Много людей потеряли жизни, а Россия превратилась в призрак самой себя. Российская армия принесла страшное горе Украине, ближайшей к нам соседней стране, с которой у нас нет ни одной причины воевать. Разрушены города, миллионы беженцев. Но самое главное, погибли люди, погибли дети. Украинцы показали невероятную стойкость и храбрость, выстояли и гонят оккупационную армию со своей территории. У меня нет сомнений, что преуспеют и прогонят. У нас в России война разделила общество. Не все смогли сохранить адекватность и твердость убеждений. Война подняла в людях самое плохое, и, возможно, вы сейчас сидите за праздничным столом и с ужасом думаете, что будет через час. Не заговорит ли дядя, с которым вы в детстве ходили на рыбалку и учили таблицу умножения, про то, что надо кидать на Украину больше ракет? Не скажет ли ваша добрейшая двоюродная сестра что-то про то, что они сами виноваты? У некоторых такое даже с родителями. Пропаганда в сочетании с беспомощностью, невозможностью изменить происходящее и страх перед государством поднимают в людях самое плохое, и мы слышим от самых близких то, чего никогда бы не ожидали. Это непросто. Возможно, вы празднуете одни. Возможно, вы в Грузии или Казахстане. А возможно, вы все-таки за семейным столом в Москве, Петербурге, Омске или Краснодаре. Эмигрировали или нет, но у нас с вами больше нет страны. Ведь то, что сейчас есть в России, это не наша страна. Страны нет, но нам нужно вернуть. Нельзя сдаваться. В России правят безумные чекисты, но это не навсегда.
Пройдет не так много времени, и ситуация изменится, а мы останемся. На нас с вами большая ответственность. Мы должны с вами сделать так, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Чтобы наша страна никогда больше не решила ни на кого напасть, не пошла ни на кого войной. Мы должны сделать так, чтобы Россия была страной, которая заботится о людях, об их потребностях. Страной, в которой людям хорошо жить, любить и работать. Где они хотят растить детей, развивать бизнес, учиться и отдыхать. Наш дом нужен нам назад. И он нужен нам еще лучше, чем был. Со свободой и демократией, с процветанием, самыми важными и самыми простыми ценностями. Чтобы у нас был наш шанс вернуть наш дом и сделать его таким, мы должны в первую очередь сохранить себя. На Новый год всегда желают здоровья и благополучия. И всегда это звучит банально. Но сегодня я хочу вам сказать, вы, кто смотрит это поздравление, вы нужны России здоровыми, и чтобы с вами было все в порядке. Если вы сойдете с ума, испортите здоровье алкоголем или стрессом, если окажетесь в нищете или не будете вылезать из депрессии, некому будет все то, что произошло сейчас, исправлять. И некому будет следить всю оставшуюся жизнь нашего поколения, чтобы никогда больше подобное не повторилось. Для этого нужны вы. Так что следите за собой. Не стесняйтесь заниматься тем, чтобы у вас было все в порядке. Вам не должно быть плохо. От того, что вам плохо, никому другому не становится хорошо. Поддерживайте единомышленников. Поддерживайте тех, кто что-то делает. Поддерживайте тех, кто ничего не делает, но сохранил твердость взглядов и убеждений. Пусть он даже никому ничего не говорит, но если он для себя решил, что он не поддерживает войну, это уже наш человек. Зайдите в комменты моих роликов и почитайте, таких людей много. Если, например, вы смотрите меня из Москвы в стандартной 12-этажке, то кроме вас, в вашем доме, мое это обращение посмотрит еще минимум в 10 квартирах. Скорее всего, на вашем этаже есть еще один мой зритель. Нам кажется, что нас мало, но это не так. А главное даже не то, что нас много, а то, что мы правы. Мы знаем, что война — это безумие. Мы знаем, что не было никакой цели ее начинать, и мы знаем, что нашей стране она не нужна. Мне бы хотелось сказать вам, что правда все равно победит, но на самом деле я не знаю. Человечество еще не сталкивалось с ядерными державами, перевернувшими внутри себя мораль, да наоборот. Я не знаю, победит ли правда, но мы должны попробовать сделать так, чтобы она победила. А для этого мы должны сохранить свои убеждения, сохранить себя и делать то, что мы можем. Наша команда продолжит делать то, что может для вас. В следующем году мы также продолжим обращаться к вам каждый день на русском языке. Мы будем говорить с вами про текущие события, про войну, про политику. Мы будем формировать наши тексты только сами. На нас не будет влиять ни одно правительство в мире, и особенно российское. Это немного. Я хотел бы сделать больше. Я хотел бы остановить войну. Сделать так, чтобы наша страна прекратила терроризировать соседей. Хотел бы вернуть домой наши войска. Хотел бы изменить риторику нашего государства. Изменить всю систему координат, в которой хорошие люди преследуются, а плохие возвышаются. Я пока не могу. Пока я могу только говорить. И это делать мы продолжим.